Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Мельников. Я заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА. И сегодня мы продолжаем с вами разговор о медицине сна. А медицина сна, как вы понимаете, имеет дело с нарушениями сна. И здесь возникает определенная проблема. Ведь сон – это состояние, при котором мы не контролируем свои ощущения и свое поведение. Одна ситуация, когда человек не может заснуть, погрузиться в сон, или часто просыпается во время сна. Это называется бессонницей и представляет собой проблему, о которой человек знает и от которой страдает и стремится избавиться. Но многие нарушения сна возникают во время сна и явно не разрушают сон. Человек остается в состоянии сна и знать не знает о том, что с ним происходит что-то не то. И, соответственно, не сообщает об этом врачу. Распознать эти нарушения – именно в этом задача сомнолога. Мы подобны сыщикам и выявляем то, о чем спящий человек может не догадываться. Нужно обнаружить улики заболевания и зафиксировать их. Одна из таких улик – храп. Это один из тех симптомов, которые человек может не ощущать, но которые раздражают окружающих. Иногда очень сильно, иногда не очень. Многое зависит от чувствительности партнера по постели или вообще от наличия такового. Нередко бывает, что храп появляется, в кавычках, когда человек вступает в брак или меняет партнера или партнершу. 15% людей, которые громко храпят, не знают об этом. Вы можете сказать, что по этой улике можно привлечь к ответственности почти всех. Кто из нас без греха и никогда не храпел? Это действительно так. Эпизодический храп бывает почти у всех, особенно после приема хорошей дозы алкоголя. К счастью, не все принимают такие дозы. Здесь все достаточно просто. И чтобы выделить людей, которые нас, сомнологов, интересуют, нужно оценить их храп. Если он постоянный, повторяется почти каждую ночь или каждую ночь, достаточно громкий, продолжительный, неравномерный, прерывистый, добро пожаловать к нам. Но опять же, ситуация у разных людей разная. У кого-то партнер мониторирует храп чуть ли не каждую ночь. Кто-то узнает о проблеме, задремав в самолете или проснувшись от стука в стену в гостинице. Мы работаем в центре, который занимается заболеваниями головы и шеи. У нас представлен весь арсенал методов лечения храпа. И к нам обращаются люди именно по поводу храпа. Но наша задача не только устранить симптом. Нередко храп – это только верхушка айсберга. Наша сомнологическая задача – понять, что лежит в основе этого симптома и повлиять на его причину. То есть не загонять болезнь внутрь, а разобраться в ее природе и не только в причине, но и предотвратить нежелательные последствия. Исторически, поскольку храп встречается очень часто, по некоторым данным, более чем у 40% мужчин в возрасте старше 30 лет и у 20% женщин отмечается постоянный храп. И к нему сложилось отношение почти как к норме, вполне терпимое. Раньше никто и не догадывался, что храп почти всегда сочетается с нарушением дыхания во сне, полным или значительным уменьшением амплитуды дыхания. Выявлять нарушение дыхания во сне научились относительно недавно, лет 40-50 назад. А заниматься этим часто стали еще позже. Примерно то же самое было с другой очень частой медицинской проблемой – артериальной гипертонией. До появления тонометров, приборов для измерения артериального давления, люди жили, не зная об этой проблеме. Теперь же давление измеряется всегда и везде. И выяснилось, что по ощущениям не всегда можно догадаться, что оно повышено. Снижать до нормы надо, если не хочешь получить инфаркт или инсульт. То же самое и с нарушениями дыхания во сне. Они встречаются очень часто. Так же часто или даже чаще, чем повышение артериального давления. И они в той или иной степени есть у всех, у кого есть постоянный храп. Эти нарушения дыхания, по-научному это называется обструктивным апноэ сна. Проявляется либо в виде полных остановок дыхания, которые могут быть различной продолжительности, от 10 секунд до минуты, полутора минуты, даже дольше, или значительным уменьшением объема дыхания.
который на время становится поверхностным. Храп при этом становится неравномерным, и отдельные события храпа чередуются с паузами. Воздуха попадает в легкие меньше. Это приводит в типичных случаях к снижению сатурации, насыщению крови кислородом. Сейчас, во времена ковида, все наслышаны об изменении сатурации, о пульсоксиметрах и о том, что снижение сатурации требует иногда интенсивной терапии, лечения в реанимации и очень опасно. При синдроме апноэ сна могут быть, без всякого ковида, сотни десатураций за ночь, то есть снижение уровня кислорода в крови. Нередко люди проводят в состоянии глубокой гипоксии, нехватки кислорода, большую часть ночи, не замечая этого. Сон при этом также нарушается, он становится более поверхностным и часто прерывается микропробуждениями, которые не фиксируются в сознании, но сильно влияют на структуру сна. В результате человек не высыпается, просыпается с тяжелой головой и ощущением усталости. В тяжелых случаях у него отмечается выраженная сонливость днем, поскольку ночью может вообще отсутствовать глубокий сон. То есть сколько бы человек ни находился в постели, сколько бы он ни спал, сна ему не хватает. В более легких случаях может ощущаться разбитость по утрам и сонливость только в определенных ситуациях на фоне монотонной работы, после приема пищи и так далее. Есть категория людей с нарушениями дыхания во сне, которые вообще не ощущают никаких проблем, связанных с качеством сна и дневной активностью, несмотря на выраженное ночное апноэ. Чаще всего так бывает у относительно молодых людей с хорошими компенсаторными возможностями организма или у тех, у кого заболевание появилось недавно. Единственная видимая проблема в этих случаях – храп. Помимо качества сна и дневной активности, нарушения дыхания во сне сказываются на общем состоянии здоровья, ведут к повышению артериального давления, к возрастанию риска инфарктов и инсультов, к нарушению углеводного обмена, способствует ожирению и так далее. Существенное влияние оказывает прежде всего тяжелые нарушения дыхания во сне. Но точно оценить степень тяжести этих нарушений можно с помощью нас, сомнологов. Храп – основной маркер нарушения дыхания во сне, и на него следует обращать пристальное внимание. Как ни парадоксально, хорошо, что он есть и дает возможность заподозрить апноэ сна и принять необходимые меры. Храп – верный союзник сомнолога, который позволяет выявить главного врага апноэ. Исследования, которые были проведены в нашем центре, позволили продемонстрировать, что храп практически всегда сопровождается той или иной степенью нарушения дыхания во сне. И крайне редко бывает выраженный, но не осложненный, без нарушения дыхания храп. У нас есть методы, которые позволяют зафиксировать и проанализировать храп, записать его на диктофон и расшифровать с помощью компьютерной программы. Фактически при этом мы можем оценить степень нарушения дыхания и выраженность апноэ, поскольку храп у храпящего человека очень близко отражает его дыхание. И характеристики храпа хорошо коррелируют с частотой нарушений дыхания. Это может стать хорошим методом скрининга, выявления заболевания у тех, кто об этом заболевании не знает или только подозревает его. После этого можно решить вопрос о проведении более точного и глубокого сомнологического исследования полисомнографии. О том, что из себя представляет полисомнография, мы поговорим в следующий раз. Можно проводить детальное обследование сразу. Если люди обращаются по поводу храпа, который мешает окружающим, в большинстве случаев это означает, что храп достаточно выражен. После полисомнографии и консультации сомнолога можно судить о том, какие методы коррекции храпа и нарушений дыхания во сне, которые мы видим в этих случаях почти всегда, желательны и необходимы. На этих методах мы тоже детально остановимся во время наших будущих встреч.